привет! Рад приветствовать вас на Smart Talks номер 218, посвященный темам .NET и C#. Меня зовут Илья Космина, я .NET девелопер компании Smart Business. Опыт работы у меня связан с разработкой веб-приложений и веб-сервисов, работами с шаблонами и разработкой программного обеспечения, также работа с базами данных SQL и Azure ресурсами. И также занимаюсь разработкой синхронизации данных между веб-приложениями и CRM-системами. Сегодняшняя тема будет посвящена фильтр пайплайн, и ознакомимся сначала с планом на сегодняшнюю презентацию. В первую очередь мы определим, что такое фильтры в ASP.NET, как они работают, их реализацию. Затем выясним порядок выполнения, типы фильтров, установка зависимостей и также рассмотрим небольшое демо. Итак, перейдем к первому вопросу. Это определение фильтров в ASP.NET. Фильтры в ASP.NET позволяют запускать код до или после определенных этапов обработки запросов. Они вообще делятся на встроенные фильтры и фильтры, которые возможно кастомизировать. К встроенным фильтрам относятся фильтры авторизации, а также кэширование ответов. Другие типы фильтров мы рассмотрим чуть-чуть позже. И надо сделать акцент на том, что фильтр применяется к Razor Page, но они не работают напрямую с компонентами Razor. Фильтр может только косвенно влиять на компоненты, в то время, когда компонент встроен в страницу или представление, или же страница или контроллер использует данный фильтр. Здесь представлены изображения, которые показывают, как как выглядят фильтры на деле, так сказать. Мы показываем, здесь видно реализация двух методов, о которых я чуть-чуть позже расскажу. Это onResourceExecuted и onResourceExecuting. Следующий вопрос – это как работают фильтры, их реализация. Здесь на схеме представлен вообще, скажем так, конвейер, который проходит запрос клиента. Изначально выполняется разные middleware, затем происходит роутинг реквеста, и затем подбирается необходимый метод действия. Несмотря на то, что конвейер... Значит, когда мы рассматриваем метод действия, то выполняются фильтры или до метода действия, или же после метода действия. Далее, несмотря на то, что существует 5 разных типов фильтров, тем не менее они имеют некоторые общие моменты в реализации, а именно то, что их можно реализовывать как синхронно, так и асинхронно. Здесь представлены варианты использования синхронных и асинхронных фильтров. Как мы видим, от этого зависит и какой интерфейс мы будем имплементировать. Если мы используем синхронные фильтры, то нам необходимо реализовать два метода. Это onActionExecuting и onActionExecuted, которые выполняются до метода действия и после метода действия соответственно. Так как все фильтры поддерживают два способа реализации, синхронную и асинхронную, мы можем реализовывать тот или иной интерфейс. Одновременно к странице может применяться только один фильтр, то есть это или синхронный, или асинхронный. Фреймворк ASP.NET Core автоматически просматривает, какие присутствуют фильтры, то есть он изначально ищет асинхронный. Если асинхронный найден, то он выполняет его. Если же он не найден, то он предпринимает попытку найти синхронный и выполняет его. Дальше. Интерфейсы для нескольких этапов фильтрации могут быть реализованы в одном классе. То есть имеется в виду, что у нас есть несколько типов фильтров. Это может быть тип action, может быть ресурсов или какой-нибудь другой. И при этом есть класс, который имплементирует данные интерфейсы и объединяет все в одном классе. И, например, среди таких классов является Action Filter Attribute, который реализует синхронный
iAction фильтр и iResult фильтр, и асинхронный iAsyncAction фильтр и iAsyncResult фильтр, соответственно. И также есть возможность устанавливать последовательность выполнения, о чем я расскажу чуть-чуть позже. И это интерфейс, который представлен как iOrdered фильтр. Как работают фильтры? Продолжим дальше эту тему. Передача параметров в фильтры осуществляется на основе атрибутов, либо же на основе конфигурации. На основе атрибутов, как мы видим, мы можем передавать в конструкт, мы определяем атрибут в методе или в классе контроллера и напрямую передаем в конструктор необходимые параметры. Если же мы используем фильтры на основе конфигурации, то нам необходимо добавлять в Configure Services данные сервисы, которые нам необходимо передать в конструктор, соответственно. Вот. Также, как на предыдущем слайде мы уже упоминали про атрибут фильтра ActionFilter Attribute, и помимо него существует еще несколько различных атрибутов, которые применяются в той или иной ситуации. Дальше перейдем к порядку выполнения фильтров. Фильтр можно добавить в конвейер в одной из трех областей. Как уже ранее было сказано, мы можем добавить или конкретно для какого-нибудь метода контроллера, или же для всего контроллера в целом. И также мы можем добавить для страницы Razor, но, как упоминалось ранее, мы не можем использовать фильтр для метода действия Razor. Поэтому он применяется для целой странички в целом. Вот. И также третий вариант — это использование фильтров глобально для всех контроллеров и метода и страниц Razor. Для реализации последнего варианта нам необходимо добавить в Configure Services данный фильтр, и тогда мы сможем использовать его для всех контроллеров и страниц Razor. Дальше. Фильтры выполняются в следующей последовательности. Сначала выполняется фильтр, который был определен глобальным, затем те, которые были с атрибутами, те, которые установлены атрибутами для конкретного класса контроллера или Razor Page, и те, которые применены к конкретным методам. Эти три скопа, так сказать, они объединяются в одну группу, которая выполняется до метода действия. То есть изначально выполняются эти фильтры, а после них выполняется метод действия, который запрашивает клиент. Потом четвертым выполняется в обратной последовательности, получается, сначала фильтры методов, потом фильтры контроллера и Razor Page, а потом глобальные. И последние три фильтра относятся к той группе, которая выполняется уже после метода действия. То есть клиент сделал запрос на какой-то конкретный метод контроллера, этот метод выполнился, и затем выполняются фильтры. Помимо этого, выполнение фильтров также определяет, порядок выполнения фильтров определяет тип фильтра. Изначально выполняется фильтр авторизации, затем ресурсов, действия, исключений и результирующий фильтр. Здесь представлено, помимо того, что есть порядок выполнения по умолчанию, который реализован стандартным фреймворком, мы можем также определить собственный порядок, установив свойство order в контексте фильтров. Чем ниже порядок, чем ниже значение ордера, тем выше приоритет выполнения фильтра. По умолчанию каждому фильтру присвоен ордер 0, и есть вариант сделать самым приоритетным фильтр тот, который будет принимать значение int min value, как это показано на втором рисунке. Дальше. Конвейер фильтрации можно сократить. Также мы можем избежать выполнения всех фильтров, если в этом есть необходимость.
Сделать это мы можем с помощью того, что зададим свойство result в параметре resource executing context. Вот. И, например, следующий фильтр ресурсов предотвращает выполнение остальной части конвейера. То есть, если мы на этапе выполнения фильтра ресурсов хотим остановить дальнейшее выполнение фильтров, это там фильтр действия, например, фильтр, ну и остальных, которые в принципе у нас реализованы, то мы задаем значение result, и таким образом передается результат клиенту, и все. На этом фильтре останавливает свое действие. Так, перейдем дальше по типам фильтров. Рассмотрим их более конкретно. Фильтры авторизации. Сначала хотел бы сказать, что фильтры авторизации вообще это есть стандартная реализация для фильтров авторизации в ASP.NET Core, поэтому и, соответственно, они реализовывают стандартную структуру авторизации. Таким образом, если мы хотим кастомизировать добавить свой фильтр авторизации, то нам необходимо реализовывать собственную структуру авторизации. То есть это, возможно, затратно, но в некоторых моментах это необходимо. Но вообще желательно использовать, конечно, стандартные средства. То есть в целом нет большой необходимости переписывать уже существующие способы реализации. Вот, значит, фильтры авторизации первыми запускаются в конвейере фильтров. Они управляют доступом к методам действий и вызываются на ранней стадии конвейера фильтров для подтверждения авторизации запроса. В принципе, что логично. Есть несколько советов по поводу использования фильтров авторизации, если вы все-таки решили их реализовать собственными руками. Это совет такой, что не бросать исключения в фильтрах авторизации, так как исключения обрабатываться не будут. И даже последующие фильтры исключений, они не будут обрабатывать исключения, которые возникли в фильтре авторизации. Так, следующие фильтры — это фильтры ресурсов. Фильтры ресурсов, как и, в принципе, большинство остальных фильтров, реализуют интерфейс асинхронного и синхронного выполнения. Они охватывают большую часть конвейера фильтрации, и так как перед ними запускается только фильтр авторизации, фильтр ресурсов также является, скажем так, удобным местом для того, чтобы остановить работу последующих фильтров. Да, в принципе. Ну и как видно на примерах, мы можем реализовать синхронные методы onResourceExecuting, установить, например, контент. А в случае реализации асинхронного метода, то он является одним, ну вообще в фильтрах, если мы реализуем асинхронный интерфейс, то, соответственно, у нас есть всего один метод, это onResultExecutingAsync, который для продолжения передачи действия следующим фильтром использует метод next. Вот. Или же мы можем отменить дальнейшее выполнение фильтров, задав свойству cancel текущему контексту в true. Вот. И также следует сказать, что асинхронный метод принимает помимо result executing контекста еще result executing delegate, ну, в принципе, о котором я сказал, что он вызывается для дальнейшего продолжения выполнения фильтров. Так. Фильтры действий также реализовывают синхронный и асинхронный интерфейс. Применяется в основном к методам действий, можно применять и к контроллеру в целом, и можно применять глобально, но при этом в большинстве случаев они используются конкретным методом. Выдача исключений в методе действия предотвращает работу последующих фильтров и, в отличие от свойства result, означает неудачное выполнение. Также могут использоваться для проверки состояния модели и возврата ошибки в случае недействительного состояния. Ну, вообще следует сказать, что фильтры действий, они
их основное предназначение, мы можем из их контекста проверить, правильно ли была синхронизирована модель, и таким образом, исходя из полученной информации, выводить или ошибку, или продолжать выполнение действия и самого метода, и последующих фильтров. Следующими являются фильтры исключений. Фильтр исключений — это один фильтр, который в синхронном выполнении использует только один метод, в отличие от остальных. Ну и также реализует и асинхронный метод. И, в общем, могут использоваться для реализации общих политик обработки ошибок. Также следует сказать, что фильтры исключений, они не обрабатывают исключения в целом всего проекта, скажем так. Они нацелены на то, чтобы отлавливать исключения, которые происходят в контроллерах и в методах действий данных контроллеров. Так. Чтобы исключение считалось обработанным, необходимо установить exception handled в true или же записать результат, как это указано в принципе на изображении. Вот, в данном случае мы передаем в модель какую-то дату, какой-то результат, и потом этот результат записываем в сам контекст данного фильтра, данного исключения, точнее. Фильтры результатов они являются последними фильтрами при выполнении всего пайплайна. Помимо стандартных синхронных и асинхронных интерфейсов, также реализуют еще и дополнительные два. Это I always run result filter и I async always run result filter. Они выполняются только тогда, когда выполнение метода завершилось успешно. Именно, исходя из этого, лучше, если мы хотим записать, например, в респонсе какой-нибудь хидер, то нам необходимо это сделать до выполнения метода действия. Так как если выполнение метода действия будет неуспешно, то следующий, соответственно, фильтр, выполнение которого происходит после метода действия, он просто не сработает, и данные, которые мы хотели бы там передать клиенту, они не будут записаны, и в принципе это теряет смысл, этот метод, который конкретно после метода действия выполняется. Фильтры результатов не вызываются, если фильтры исключения обрабатывают исключения, но не устанавливают свойства exception равняется null. То есть если у нас возникло исключение где-нибудь в методе действия, и при этом мы не указали то, что мы обработали данное исключение, то фильтр результатов прекратит свое выполнение. Дальше рассмотрим установку зависимостей. В принципе, как было ранее сказано, у нас есть несколько вариантов реализации, точнее применения фильтров. Мы можем применить их с помощью атрибутов, и, соответственно, забыл сказать, что мы можем реализовать фильтры, допустим, имплементировав асинхронный или синхронный метод, но при этом, если мы хотим использовать данный фильтр как атрибут к методам действий или же к контроллерам, то нам необходимо также реализовать класс атрибут. Вот. И второй вариант — это с помощью установки зависимостей. Таким образом, нам необходимо добавить, зарегистрировать данный фильтр в Configure Services и затем применить его к методам действий или к контроллерам с помощью Service Filter атрибут или Type Filter атрибут. Разница в том, что разница в этих двух классах состоит в том, что Service Filter атрибут, если мы используем сервис Filter атрибут, то нам необходимо также зарегистрировать фильтр в Configure Services, а Type Filter атрибут, он использует
Object Factory, и таким образом нет необходимости регистрировать в Configure Services фильтр, он будет инициализироваться, скажем так, автоматически, и при этом в TypeFilter мы также можем передавать параметры, которые необходимы для получения в конструкторе данного фильтра. Например, это указано вот на последнем рисунке, который справа внизу. Мы по типу инициализируем фильтр, а затем добавляем аргумент, который принимает данный фильтр. Вот. В принципе, по презентации у меня все. Сейчас перейдем к небольшому демо. Так. Вот здесь уже есть реализованные фильтры. Мы посмотрим, как они работают с помощью браузера. Мы будем отправлять хидры и также будем производить некоторые манипуляции с контроллерами. Вот так. В данном случае у нас реализовано несколько стартапов, в которых подключаются по-разному подключаются фильтры. То есть, допустим, сейчас мы запустим первый стартап. Здесь мы зарегистрировали два фильтра фильтр результатов и фильтр действий. И также мы их зарегистрировали, как уже было сказано ранее, для того, чтобы при использовании фильтров как атрибутов к методам действия они выполнялись. Вот. И также зарегистрировано 3 глобальных фильтра. Это хидр атрибут, который будет добавлять в хидр некоторые описания. И также действия и пример глобального фильтра действия также. Так, если вот тут такая красивая страница очень. Например, при обновлении мы можем посмотреть, какой респонс нам вернул запрос на главную страницу. И здесь мы можем увидеть global header, который мы записали. И он показывает, вот, какие параметры мы туда передали. В принципе, то он и показывает result filter, added to MVC options filter. И если посмотреть, то вот что-то похожее мы сделали в стартапе. Это тот глобальный фильтр, о котором я говорил. Также сейчас попробуем попереходить по разным страницам. Есть еще один контроллер сейчас. Например, на данной странице мы написали, точнее, мы как раз на странице ничего не писали, но так как у нас был применен фильтр, то в хидер добавился имя автора. И сейчас я покажу, как это было сделано. Так, вот в контроллере Home у нас есть метод действия hello, который мы только что вызвали. У нас в виде атрибута добавлен addHeader, который в конструкторе перенимает 2 параметра. Это имя и значение. В данном случае мы передали автора и там какое-то значение этого автора. Если посмотреть на реализацию данного фильтра, то в принципе он не отличается от каких-то обычных классов или сервисов. Мы определили 2 свойства в нем, 2 поля, и передали их, заполнили их в конструкторе, а в методе onResultExecuting, который выполняется до метода действия, мы добавили в response, в хидеры, те значения, которые получили из конструктора. Вот здесь, как было сказано в презентации, мы реализовали не интерфейс, а сам класс атрибута. Если мы перейдем, посмотрим, то можем увидеть, что он в свою очередь реализует класс атрибут и имплементирует методы iAsync Result Filter, ну и в принципе остальные. И также здесь же мы можем указывать, например, порядок выполнения. То есть если
данный фильтр выполняется последним, так как он является result фильтр, и при этом, если бы здесь было, допустим, указано он result executed, то, соответственно, он выполняется последним, а так он будет, в принципе, выполняться, наверное, первым, потому что мы указали его как... нет, он не указан как глобальный, между прочим. Да, значит, он будет выполняться где-нибудь в конце, и указав ему order, мы можем выполнить этот фильтр, например, первым. Так, дальше помимо hello у нас также есть метод hi. Здесь вот если прослеживать порядок выполнения, сейчас зайдем в Home Controller. У нас есть hi, к нему подключен фильтр, который логирует выполнение и который принимает аргументы. Сейчас можем посмотреть, какие аргументы он принимает. Какое-то значение и сам логер. Кстати, здесь объединяется инициализация переменных параметров, точнее, по передаче в данный конструктор и также по добавлению в configure services. Вот, значит, так, перейдем к порядку выполнения. Сначала, как мы видим, выполнился метод, который выполняется до метода действия. Мы в логер записали информацию, что метод hi был вызван, и мы можем проследить это, в принципе, вот в нашей консольке, что действительно записался ответ данного метода. Затем выполняется сам метод, к которому мы обратились. Он возвращает на страницу «Привет» и какое-нибудь указанное имя. Так как мы имя не передали, то, соответственно, здесь null. Вот. И затем уже выполняется метод onActionExecuted. К сожалению, он не реализован, но, как мы видим по дебагу, мы сюда попадаем, и если бы здесь была какая-то определенная реализация, то она бы выполнилась. Вот. И затем выполняется глобальный фильтр, который мы подключили изначально в стартапе. Он, в свою очередь, записывает display name. Точнее, не записывает, он проверяет display name, и в зависимости от того, какой display name, он будет выполнять или не выполнять действие. Вот, если бы display name, который находится в контексте, соответствовал бы данному, то есть если бы мы обращались к методу hello, то оно бы зашло, записало бы в result некоторый результат, соответственно, и то выполнение последующих методов бы фильтров прекратилось бы. Вот. Потом выполняется следующий глобальный фильтр mySampleActionFilter, который в дебаге также записывает вызываемый метод и путь к нему. Вот мы можем проследить, что вызвался onActionExecuted и откуда он вызвался. Он вызвался из home hi. Так, затем перейдем, например, к фильтру исключений. По переходу на данную страницу мы реализовали фильтр исключений. Вот, он как раз нам выдает ошибку, перехватывает. Здесь мы указываем сообщение об ошибке. И, соответственно, управление переходит к следующему, после выполнения фильтра исключений, выполняются следующие фильтры глобальные, которые обрабатывают действия уже после выполнения метода контроллера. Вот, и, соответственно, на странице мы получаем извещение об ошибке.
При этом, как вы можете видеть, так как было вызвано исключение, то в response хидре не записался глобальный, не сработал глобальный фильтр и не записалось сообщение, которое должно было здесь выводиться. Вот. А если мы перейдем, например, на какую-нибудь другую страницу, мы посмотрим, вот глобальное сообщение глобального фильтра, оно присутствует. Так, что тут еще есть интересного? Также мы можем, в принципе, проследить. Ну, например, поменяем конфигурацию. Следующий стартап у нас реализует передачу. Да, вот так. Значит, в этом случае у нас есть подключение конфигурации Position Options. Ну, options здесь в данном случае берутся из App Setting, из конфигурации, и передаются в фильтр, который в своем конструкторе вызывает данные опции. Если я не ошибаюсь, это фильтр. Так. Давайте сделаем чуть проще. Вот, например, фильтр MyActionFilter атрибут, который реализует классы ActionFilter атрибут. Он, в свою очередь, принимает как раз данные Position Options и устанавливает последовательность выполнения. Здесь стоит единица, значит, он будет выполняться последним в фильтр пайплайне, так сказать. Вот, так как мы помним, что по умолчанию для всех фильтров здесь значение 0. Далее есть фильтр, который объявлен глобально. В принципе, это все мы уже видели. Так, значит, да, также мы можем order устанавливать, например, получать его в конструкторе и устанавливать с помощью вызова this, или же устанавливать в самом стартапе. Кстати, я забыл еще сказать, есть несколько вариантов добавления глобальных фильтров. Здесь есть добавление глобального фильтра по экземпляру, то есть с помощью new и дальше название вашего фильтра, и по типу. Разница в том, что при создании нового экземпляра мы можем передавать соответствующие параметры. Если же параметры отсутствуют или они реализованы с помощью регистрации в Configure Service, то мы можем просто по типу передать
инициализировать глобальные фильтры. Вот как в данном случае. Вот здесь вот как раз указано про порядок выполнения. Здесь мы зарегистрировали глобальный фильтр, инициализировали его по типу. И в другом случае, например, мы сразу же при добавлении его в глобальные фильтры указали его order. То есть, если посмотреть, какие аргументы принимает метод add, то можно увидеть, что здесь мы принимаем фильтр, тип фильтра и его последовательность выполнения. И также здесь стартап с указанием того, что фильтры также будут применяться и для Razor Page. В принципе, мы можем, если не ошибаюсь, то достаточно, в принципе, метода add controllers with views и добавления в опшенах вот таким образом фильтров. Но если нам необходимо прям точно убедиться, что для Razor Page также будут применены глобальные фильтры, то мы можем сделать следующую манипуляцию. И, в принципе, таким же образом, как это сделано и при рассматривании других способов, точнее, не других способов, а, например, вот в стартапе для контроллеров и для представлений объявлены глобальные фильтры. И таким же образом мы можем для Razor Page также добавить глобальные фильтры. И также мы добавляем по типу или же по инстансу. Здесь, например. Вот таким образом мы точно убедились в том, что данный фильтр будет применен к Razor Page. К сожалению, на данной демо-версии здесь есть одна страница, но так как она ничего не возвращает и у нее нет представления, то наглядно посмотреть не получится, но тем не менее. В принципе, на этом у меня все по демо-версии. Так. Сначала. Вот, помимо всего, что сегодня было рассказано, можно почитать подробно о фильтрах в ASP.NET Core. Особенно хорошо расписана эта информация на Microsoft Docs. Там более детально и более углубленно с этим всем можно ознакомиться. Вот. Ну и также тут ссылки на методы фильтров в ASP.NET Core и примеры работы. То есть можно скачать какие-нибудь сэмплы, посмотреть, как они работают, побаловаться, потестировать. Вот. Всем спасибо, что пришли.